Я развелся из-за войны. Очень много людей стали называть меня просто бандеровкой. Мне звонили, говорят, ты предатель, ты живешь в Грузии, ты покинул свою страну, свою родину. У меня, короче, до войны даже не было загранпаспорта. Я не питаю иллюзий о том, что я смогу вернуться в Россию. И как бы вместе переживать вот это точно легче. Если даже просто представить, что один день войны длится ровно столько, сколько вы его произносите, это будет бесконечно долго. Хотите, посчитаем? 1, 2, 3, 4. Меня зовут Артем, я из Москвы. Я очень рад, что у зрителей этого видео есть возможность узнать, как сейчас живут вот эти соевые либералы, чем занимаются эти предатели Родины и зачем они помогают сегодня нашему врагу, заглянуть в глаза этим дудевским выпердушам и шульмановским высером. Кстати, дудевским выпердышем и шульмановским высером меня назвали в офисе Comedy Club, где я работал, когда началась война. Меня зовут Яна, я из Москвы. Родилась в Москве и жила в Москве всю жизнь. Училась я... первое мое образование – это прикладные математика и физика, и педагогическое образование у меня есть. А в 2020 году я пошла учиться в второй мед в Пирогово на врача на педиатрический факультет. Собственно, 2 года я проучилась, а потом забрала документы и решила начать ездить в Грузию и помогать украинским беженцам. Я родился в городе Белгороде, Белгородская область, вырос в Санкт-Петербурге, большую часть жизни прожил в Петербурге и считаю себя петербуржцем. Внутри научно-исследовательского института было несколько блоков и отделов, и наш отдел отвечал за космическую гражданскую отрасль Российской Федерации. Мне нравилась моя работа, все-таки связанная с космосом, интересно. И я летал на самолете сначала на космодром в командировке, потом я летал за бонусы от авиакомпании, я летал в Белгород к родственникам. Также я летал в Украину, у меня там тоже родственники, потому что тесная связь Белгорода, Харьковской области и там, Киевщины. Это что было у меня до войны. Меня зовут Сережа, мне 30, я из Москвы. Я вообще отучился на режиссера праздников и театрализованных представлений, человек, который придумывает и режиссирует всякие шоу. И работал в ивент-агентстве, мы делали всякие корпоративные мероприятия, деловые, выездные для компаний там, и так далее, и так далее, и так далее. Потом я из Москвы переехал в Волгоград. Нетипичная штука, что, наоборот, из столицы переезжают куда-то за ее пределы. Вот, жил в Волгограде, делали ремонт в квартире вместе с прошлой женой. Я развелся из-за войны, потому что мы в начале войны с супругой поняли, что мы абсолютно разных взглядов на происходящее. Я это максимально отрицаю, не поддерживаю, осуждаю Путина и всю его кровавую шайку за то, что они начали, потому что это полная жесть. Она из другого теста, из другого условно пузыря, и мы с ней не нашли здесь общий язык. Потом она, конечно, мне написала, что, наверное, да, хорошо, что ты уехал, но глобально я думаю, что ей все равно очень не близко. И мои взгляды, и мои действия, которые я хотел бы совершать, помощь Украине, помощь беженцам из Украины, антивоенная деятельность. И все бы это очень не клеилось. И мобилизация стала таким пинком и оправданием в какой-то степени, которое помогло мне уехать и разорвать эти отношения. У меня было совершенно неправильное представление о возможной реакции на войну. Я почему-то был уверен, что вот это вот лишь бы не было войны уже настолько в прошивке людей, что они готовы терпеть что угодно, какую угодно несправедливость, но они никогда не согласятся на войну. И когда в первый день я узнал, что война все-таки началась, я вообще подумал, что ну все, короче, Путин жестко прогадал, ему кранты, потому что российский народ никогда не начнет захватническую войну. Да, но потом быстро выяснилось, что я очень сильно ошибался. Ну и у меня как-то копилась злость, большая злость на обычных людей, которые просто спокойно продолжают дальше жить. И чем дальше, тем больше нарастало
Вот это неприятие такой позиции, такого отношения, и это просто уже чуть ли не в какую-то, наверное, чуть ли не в ненависть перерастало, когда я просто, я не знаю, ехал там с работы домой в общественном транспорте и смотрел на людей, и примерно представлял, как бы, насколько им, судя по всему, наплевать на то, что происходит. И я вообще этого не мог принять никаким образом. Мы там с товарищем такую антивоенную акцию пытались проводить, расклеивали стикеры, нас задержали. Это было очень неприятно. Мы где-то 2 суток провели в КПЗ, уже думали, что сейчас будут раскручивать уголовку, но в итоге повезло, нас отпустили. И стало понятно, что и как бы протест уже никак не выразить. Поэтому где-то, наверное, в течение первых месяцев я понял, что надо уезжать. А вообще у меня разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Но работала я сначала в нефтяной лаборатории, а потом уже в лаборатории ГРП. Узнала о том, что началась война на вахте, когда я была. И я плакала, потому что у меня там семья. И на меня наехали там мои коллеги, что там... А вот не надо было на Майдане скакать. Потом все больше и больше вот такой вот ерунды слышала. Там свой адрес, в адрес своей семьи. Пыталась как-то говорить с людьми, остановить это, что-то... чувствовала, что нужно как-то донести, что все не так, как показывают по телевизору. А потом мне просто надоело. Очень много с кем я перестала общаться. Очень много людей стали называть меня просто бандеровкой. Что я предатель Родины. На самом деле я сильно угробила свою жизнь своими принципами. То есть у меня была хорошая работа, хорошая машина, квартира, у меня было все супер. Но я хотела быть ближе к своей семье, то есть поддержать их, поэтому я не могла находиться там и быть просто гражданином страны, которая убивает мою семью. Поэтому я вынуждена была уехать. Меня зовут Глеб, мне сколько? 23 года мне. Из города Архангельска, с севера. Я был студентом в Московском авиационном институте на специальности ракетный инженер. Не военные ракеты, космические, исключительно космические. Я один из самых молодых у нас в организации, и я уже рос в понимании того, что когда-нибудь настанет момент, когда наши дороги с российским государством разойдутся, и мне нужно будет что-то делать, или уезжать, или как-то действовать. Я не думал, что это наступит настолько скоро. 41, 42, 43, 44. Я иногда повторяю эту фразу, она кошмарная, но в ней есть столько правды, что если бы не война, то моя бы жизнь не стала бы такой классной, разнообразной и полноценной, какой она стала. И в этом есть ужасный парадокс, потому что война – это кошмарная вещь, и от нее страдает огромное количество людей. Но именно благодаря этим резким изменениям, которые я в свою жизнь привнес, моя жизнь стала такой, какой я, наверное, бы хотел, чтобы она была тогда, когда я еще жил в Волгограде. Она стала... У меня сейчас замечательный брак, отношения с моей нынешней женой, которая тоже активистка и тоже волонтерка Just Help, Даша. У меня огромное количество знакомых и друзей-единомышленников, у меня классное хобби, у меня есть возможность заниматься той деятельностью, в которой я вижу смысл, и свободно говорить на те темы, о которых я считаю нужно и важно говорить, и не бояться, что если я сказал об этом сегодня, то завтра ко мне домой придут с обыском и посадят, отправят в колонию на долгие счастливые годы. Поэтому, в общем, в целом вот это все, плюс какой-то общий глобальный взгляд на мир, на жизнь, ценности, которые еще больше во мне укрепились, какое-то стремление заниматься чем-то важным и нужным. Вот это все, оно во мне что-то родилось, что-то укрепилось после полномасштабного. Я могу сказать, что из этой ситуации я, мне кажется, очень сильно повзрослел именно в эмоциональном и психологическом плане. Я был очень трусливым, антисоциальным человеком.
И то, что сейчас я могу на самом деле сидеть здесь, записывать интервью, то, что я могу координировать целый отдел медикаментов, говорить с людьми, организовывать проекты, вести эти проекты, это недостижимый уровень для того меня сейчас. Сейчас я себе нравлюсь. Я решился на отъезд, когда я увидел фотографии детей в детских садах, которых стали выставлять буковками Z и буковками V. И узнал про новости, что родители, которые с этим не согласны, на них заводили дела за дискриминацию и тому подобное. Я сам молодой отец, у меня тогда дочери было 3 года. Я помню, стишок тогда еще написал, что воспитатель говорил, что мы умнее шимпанзе, а потом после прогулки строил деток буквой «З». Вот. Какой кошмар. После этого я решил, что надо уезжать, увозить ребенка. И на самом деле я полностью разрушил свою жизнь. Даже возьмем понятный финансовый аспект. На свое 35-летие я заказал себе тогда из Германии микрофон за 6500 евро. Я думал, что я буду заниматься музыкой. То есть я за 500 000 купил себе вещь, которой, возможно, я буду заниматься в будущем. В этом году мне 40. И на свой юбилей я попросил жену купить мне трусов. Потому что у меня сейчас не хватает трусов на неделю. Также я абсолютно перестал общаться со всеми, кого знал до этого. В общем, я просто уничтожил свою жизнь отъездом. Я бы остался бы работать в НИИ, я получал бы копеечную зарплату, доедал бы последний половой орган без соли. Сейчас я успешный программист и смотрю на международный рынок. Это, наверное, то, что мне дала война. Но не то, что война, это я сам себе дал. Война тот самый катализатор, который такой, дальше жить нельзя. И я изменил свою жизнь. Если бы я не уехала из Москвы, я бы сейчас заканчивала 6-й курс медицинского вуза. Вероятно, я работала бы медсестрой, возможно, каким-то другим. Ну, в общем, я бы работала и была близка к тому, чтобы уже стать врачом. 317, 318, 319, 320. Я очень много нашла здесь друзей. После уезда из России я не думала, что есть хорошие россияне. А здесь уже здесь с ними познакомилась, так сказать. Я думала, почему в России их не было. Оказывается, что они все просто повыезжали. Первое мое волонтерство было в такой организации, как «Волонтеры Тбилиси», где я занимался фасовкой продуктов. То есть фасовал картошку, там гречку и тому подобное. Стоял на выдаче и выдавал людям просто еду. И меня неимоверно поразило, что в такой маленькой небольшой комнатке мы сидели, люди, которые друг друга не знают, все иммигранты, все из России, все уехали из-за войны. И оказалось, что в маленькой комнатке, там 1,5 на 1,5, сейчас фасуют картошку. А креативный продюсер и сценарист из Москвы – это я. Рядом сидел парень, который занимался обслуживанием и ремонтов Боингов, которые тоже ушли из России. А дальше сидела женщина, которая занималась сохранением редких экспонатов в Третьяковской галерее. Дальше сидел человек, который занимался недвижимостью, художник. И вот просто в комнате 1,5 на 1,5 встретились вот такие люди. Мы общались, насколько мы все разные, насколько у нас у всех разная жизнь, насколько у каждого прикольная жизнь. Вот встреча с людьми не из своего пузыря было, конечно, здорово и удивительно. У меня, до войны даже не было загранпаспорта. Я за свою жизнь из России ездил только в Беларусь и в Украину. Меня это вообще не особо интересовало, и я практически не общался с иностранцами, как-то минимально. Поэтому в этом плане, конечно, это расширило, что я переехал вообще в другую культуру, совершенно другие люди, здесь гораздо больше иностранцев. Ты общаешься с разными людьми, это, конечно, определенный плюс. Самое главное, люди просто. Это те люди, с которыми я бы, возможно, не познакомилась. Это вот как, например, как в «Подари жизнь» мы тоже волонтерили, там нас сводило, например, детей и волонтеров, болезнь детей.
Хорошо бы, чтобы ее не было. Но вот так получилось, и мы все как бы поэтому встретились. И это потом какая-то, иногда с кем-то дружба. Вот она длится и длится много лет. Может быть, познакомился бы, если бы при других каких-то обстоятельствах, может быть, нет. Но как бы сам факт знакомства очень радостен. И как бы вместе переживать вот это точно легче. Я сразу понимал, что надо что-то делать, как-то поддерживать либо Украину, либо заниматься антивоенной деятельностью. Я хотел делать еще в России, но боялся. Я в этом смысле не из суперсмелых, которые идут на митинги уже, когда все запретили. Я восхищаюсь теми людьми, которые готовы это делать, но я тогда был не готов. И я уезжал еще с той мыслью, что вот наконец-таки я уеду, и можно будет вписаться в какую-нибудь историю и делать что-то хорошее. Поэтому, уезжая, у меня уже была эта мысль, я, собственно, это в Анталии сделал. И вот как раз в Анталии мы с Дашей познакомились на антивоенном форуме. Я тогда там был организатором, Даша пришла участницей. А потом мы с ней познакомились ближе, она пригласила меня полазать на скалах. Мы общаться стали ближе, стали встречаться. И теперь мы вместе два активиста, которые больше спорят за политику, этику и взгляды, чем по поводу быта и всего того, о чем привычно спорить в отношениях. И мы с ней вместе подумали, что мы хотим в Грузию. На тот момент, в 23-м году и следующий год в Грузии было очень много всего в плане организаций, очень разных, на любой вкус, где ты хочешь волонтерить, выбирай «не хочу». Поехали в Грузию, потому что тут много чего можно классного делать с точки зрения добра и чего-то хорошего. 681, 682, 683, 684. Моя жизнь после того, как я уехал, я даже не... Давайте попробую объяснить на примере компьютерной игры. Так как, возможно, нас будет смотреть только молодежь, потому что нужен VPN теперь, чтобы все это смотреть. Представьте, что у вас есть любимая игра, и вы ее прошли. Вы в ней чувствуете себя профессионалом, вы всего в ней достигли. И вот теперь вам нужно проходить всю эту игру абсолютно заново, плюс делать это все на очень-очень высокой сложности. И плюс еще у вас убрали русскую озвучку. Вам нужно разговаривать, общаться на другом языке. И мне сильно помогло, что я пошел волонтерить. Поэтому, если кто-то сейчас находится в любом городе, в любой стране и примерно ощущает себя ненужным и бесцельным, найдите какой-нибудь волонтерский пункт и пойдите туда, познакомьтесь, пообщайтесь. Не понравится — уйдете. А если вы находитесь в Грузии, то в Тбилиси, недалеко от метро Марджанишвили, буквально в 10 минутах ходьбы, на улице Георгия Чубинашвили, 23, строение А, есть прекрасный волонтерский центр Just Help. Just Help – это благотворительный волонтерский проект, который помогает украинцам в Грузии с жизненно важными медикаментами. От онкологии, диабета и далее. Также мы предоставляем психологическую помощь. У нас целый штат настоящих профессионалов. Это направление работает и для волонтеров. Вот, это бесплатно. И у нас есть информационная поддержка по больницам, по каким-то вещам, связанным с тем, как здесь в Грузии жить. Мы можем, например, подсказать что-то по страховкам, но самое главное, в какие клиники можно обратиться и за какую стоимость, каких врачей посетить, где, может быть, есть какие-то скидки, программы, что-то такое, какие есть организации, куда можно еще обратиться за медицинской поддержкой. Медикаменты, психологическая помощь и информационная поддержка — 3 столпа, в которых мы помогаем. Чтобы понять, что такое Just Help, посмотрите, пожалуйста, следующее видео. Это я его снял у себя на балконе. Вот для меня Just Help — это вот этот кустик, который растет в условиях, не предназначенных для жизни. Ему не хватает ни солнца, никаких ресурсов, ничего. Он выглядит, как будто он вообще не нужен, но при этом он растет, пробивается, становится больше и радует всех, кто его замечает. Каждое утро, когда я пью чай и вижу этот кустик, я вспоминаю, что
добро, что жизнь может пробиться и организоваться в любых условиях, где бы мы ни были. Ей очень тяжело, но она все равно может быть. А у нас есть сайт, у нас есть, наверное, все соцсети мира, ну, свободного мира, в Максе нас нет. Ну, активнее всего ведутся в Инстаграме, в Телеграме. Ну, в Ютубе иногда выкладываются ролики и шорты. Подписывайтесь. Just Help существует благодаря времени волонтеров и деньгам донатеров. Исключительно на это. У нас нету никакой поддержки ни от одного из государств мира, у нас нету какого-то шейха, который бы нас полностью покрывал. Все исключительно на доброте человеческой держится. Если мы говорим про безналичную поддержку, то это у нас есть форма на сайте, можно выбрать, какую сумму отправить, можно выбрать, что это разово ее можно отправить, можно подписаться на рекуррентный, то есть регулярный платеж, который будет списываться там каждый месяц. Это очень помогает, поддерживает. Еще у нас есть криптокошельки, можно отправить криптовалюту, можно к нам в офис прийти, на площадку, на пункт, просто и пообщаться, и оставить донат. 917, 918, 920, 921. Я координатор отдела логистики. Отдел логистики занимается доставкой лекарств тем подопечным, у кого там проблемы с мобильностью или кто по каким-то причинам не может сам приходить за помощью. Конкретно я в Just Help со-координатор фандрайзинга и пиар. Помогаю на ивентах, веду эти ивенты. В общем, моя задача глобально связана с фандрайзингом и коммуникациями. Я один из координаторов медикаментов. Это моя основная и главная роль. То есть я отвечаю за то, чтобы все у нас было нормально, чтобы лекарства закупались и выдавались, чтобы они выдавались тем, кто их запрашивал, и чтобы денег на них тратилось им ровно столько, сколько надо, и так далее, и тому подобное. В Just Help я волонтер. Сейчас это какая-то вот больше в каком-то юридическом плане вещь, какая-то оплата коммунальных платежей, учет всяких финансовых вопросов, где что мы как бы собрали, где что потратили, вот такого плана вещи. А так, в общем смысле, я как бы просто волонтерю, как и все. Чаще всего в направлении медикаментов. Это вот прихожу на дежурство, встречаю посетителей, мы с ними там общаемся, оформляем запросы, выдаем потом медикаменты, разбираем, покупаем эти медикаменты, разбираем их, ну и все, что делают волонтеры медикаментов. Я делаю такой минимум задач. Я скорее помогатор волонтеров Just Help. Я просто помогаю им с какими-то там фотографированием на мероприятиях, которые они организовывают, с какими-то маленькими бытовыми вещами. Но при этом они всегда благодарны, они всегда говорят спасибо, говорят, что это важно. Может быть, они это делают, потому что это действительно важно, но мне кажется, что просто потому, что они очень-очень хорошие люди. Моя роль в Just Help сегодня – это быть маленьким винтиком организации. Я стараюсь не брать на себя большую ответственность, потому что я выгорел совсем недавно. Ну и год назад я выгорел от моего и того маленького волонтерства, просто взял много обязанностей. Приятная радость была, когда я был в Армении, и надо было лекарства закупить, которых нет в Грузии. Я бегал, наверное, по Еревану аптек 15 и скупил все лекарство, которое там было. Это было то ли сульфазин, то ли еще что-то. Я скупил все лекарство, которое было в Ереване по ощущению. Также, когда я ездил в Россию, я назад вез 8 упаковок разных инсулина и еще каких-то лекарств. Сканировали в аэропорту рюкзак по безопасности. Безопасник спрашивает, типа, а что это у вас в рюкзаке? Я смотрю на свой рюкзак, а у меня там немножечко моих вещей и почти весь рюкзак в инсулине. Я такой, это лекарство, это инсулин. Вот. И тоже гордость брала, что я делаю что-то важное. Я волонтерю только полгода. Я делаю все, что могу. Любая задача, которая прилетает, и я понимаю, что я смогу с ней справиться, то я за нее возьмусь. Каждый свой выходной, который совпадает с работой центра, то я стараюсь выходить, кроме последнего месяца депрессии. Стало очень-очень тяжело. В
впервые в жизни столкнулась с депрессией, познала на своей шкуре, что это такое. Из-за нее же были пробелы в волонтерстве, потому что ты выгораешь. Но это местами как какое-то биполярное расстройство. Ты вроде выходишь, ты рад помогать, счастлив видеть людей. Как только ты заходишь назад домой в свой, не знаю, там купол какой-то, то ты думаешь, я не хочу вообще больше никуда выходить. Не хочу видеть людей, я не хочу вообще, я не хочу никому помогать, мне не нужна ни от кого помощь. То есть настолько. Многие знакомые говорят, типа, что, кто знает за состояние, что, типа, иди, выйди, пройдись, там, погуляй. Я такая, да, нет. Как я понял, что у меня депрессия? Я, во-первых, очень потерял работоспособность какую-либо, я не мог просыпаться, я не мог засыпать. Я пошел к врачам, я думал, заболел, я сдал все анализы и лег спать. И получается, я проспал 18 или 16 часов и проснулся от смс-ки. Я эту смс-ку посмотрел, и эта смс-ка была из больницы, в которой было написано: «Вы абсолютно здоровы, с вами все хорошо». Я такой, так, я проспал 18 часов, при этом со мной все хорошо, отлично, положил телефон и уснул, и проспал еще там почти 6 часов. То есть я спал почти сутки в общей сложности, и потом проснулся ужасно уставшим. Мы поехали на море, типа решили, что надо отдохнуть, и я сидел на море и вообще ничего не чувствовал. Дочь бегает неимоверно радостная за птицами, жена счастливая, что мы в этом месте. А я неделю просто сидел на камнях, для меня не было разницы, что я был на море, что я был в кровати, и то в кровати было как-то спокойнее. Мое психологическое состояние стало крайне неустойчивым за время эмиграции. Мне ради примера, мне сегодня на улице сказали, что я стильно выгляжу, типа классная косичка, типа классная прическа, но... А давайте я вам покажу просто, что это вот. Как я выгляжу без этого всего. Сейчас. На это понадобится время, я сейчас все сниму и покажу вам. Вот так я выгляжу. Если не скрывать тот факт, что у меня была сильная депрессия. В целом я вот так себя сейчас ощущаю. Но выходя в люди, я делал себе прическу, чтобы их не пугать. Делал себе косичку. Почему я не подстригусь? Потому что на сегодняшний день мне тяжело идти в парикмахерскую даже. Потому что когда тебя стрижет парикмахер, для меня это стресс. Если он со мной разговаривает, для меня стресс отвечать, с ним общаться. Если он молчит, для меня стресс, почему мы молчим. И в итоге каждая стрижка моя заканчивалась тем, что я такой, ага, он говорит, вам нравится? И я такой, да, лишь бы уже уйти. Мне вообще все равно, как я выгляжу. Вот в таком состоянии. Сейчас примерно я нахожусь, но это уже лучше. Я уже выхожу и могу делать классную косичку и ходить с ней в люди. Зачем я это все говорю? В общем, если у вас есть депрессия, она не лечится, пойди погуляй, пойди посиди, сходите, пожалуйста, к врачам, берегите свое ментальное здоровье, старайтесь его сохранять, пожалуйста. Вы нам все нужны в будущем. Иначе зачем это все? 1124, 1125, 1126, 1127. Когда я только начинал помогать украинцам, мне было супер страшно. Конечно, первые мои мысли были: о боже, они спросят, откуда я скажу, что я из России, и что будет? Я еще из Москвы, это центр империи, столица Мордора и все вот это. И до сих пор, когда я говорю, что я из Москвы, мне некомфортно. Были сложные чувства, но сейчас, конечно, я понимаю, что все, наверное, с кем я сталкивался, они все были благодарны за то, что мы делаем. Я борюсь с этим чувством, потому что я понимаю, что конкретно от меня ничего не зависело, и я ничего не могу сделать. Я не голосовала за эту власть. Но почему-то чувство вины не проходит и не покидает.
Было, наверное, да, но это было и вот в первый год войны, то есть еще до волонтерства. Когда я начал целенаправленно работать и помогать беженцам, то это чувство постепенно ушло, и я в итоге решил, что я сделал достаточно, чтобы самого себя простить. Я понял, нет, я не виноват. Я для себя это четко и ясно определил. Первый год в эмиграции, когда меня спрашивали, откуда ты, я всем говорил, что я из Сибири. То есть я родился в Красноярске, там прожил какое-то время, и последние 16 лет я жил в Москве, у меня там квартира была в Москве. И в целом я мог отвечать, я москвич из России. Но первый год, когда меня спрашивали на улице, откуда ты, я говорил, я из Сибири. Типа, кто не знает, подумает, это какая-то страна или еще что-то. Я всем говорил, я из сибиряк. Типа, я даже не россиянин. Вот настолько было страшно. Да, мне было страшно, некомфортно. Правительство своими действиями повешало на нас, на россиян, большой-большой ярлык. Ну, то есть, русский человек, россиянин, давайте так будем говорить, россиянин сейчас в мире нарицательное. Ну, то есть, оно значит не просто откуда ты. Оно для многих еще значит и кто ты есть на самом деле. Вот. И это печаль, которая останется с нами надолго. Моя страна на них напала. Я гражданин своей страны, и как бы я несу ответственность за ее политику, потому что так или иначе эти люди во власти, они как бы репрезентируют народ. Поэтому, конечно, я чувствую вину. Это вина как бы в разной степени, конечно, это вина как бы каждого россиянина, потому что происходит. Как бы это наше государство, и оно от нашего имени ведет войну. То есть для меня больше удивление то, что люди приходят как бы и улыбаются, и, не знаю, здороваются и благодарят. Как бы. К любой негативной реакции я был готов заранее, поэтому у меня не было никаких переживаний на этот счет. У меня переживание, что, русские ведут войну, вот мое главное переживание. Что там, как кто ко мне будет относиться? У меня семья раскололась на две части, у которой украинская часть семьи, они начали ругать российскую часть семьи, что вы тут все зигуете направо и налево. Русская часть начала ругаться с украинской частью, типа вы тут фашисты все поголовные. Как бы у меня произошло так много дерьма в жизни, что я понимаю, что мы сейчас с украинцами примерно на одной и той же стороне, что они не могут домой вернуться, потому что у них дома нет. Я не могу домой вернуться, потому что у меня дома нет. У них дом бомбили, у меня дом бомбят сейчас, мой родной Белгород. И во всем этом виновата не граждане России, не коллективная ответственность, а это верхушка, которая живет по стереотипному мышлению начала прошлого тысячелетия, где есть какие-то сферы влияния, какие-то вассалы, какое-то средневековье. И никак это было не исправить, кроме как, наверное, просто вешать чиновников и депутатов на столбах. Но я умею вязать узлы, но я не люблю вешать людей. Помню, вот еще в Immigration for Action к нам приходила женщина, она сначала пришла с идеей «хороший русский, мертвый русский», а потом вот она очень всех полюбила, и вот приходила с какой радостью и просто как бы всем тоже вокруг рассказывала, что вот есть как бы люди с российским паспортом, деятельность которых она одобряет, вот она рассказывала, вот смотрите, разные есть люди. Ну, то есть это как-то от людей зависит. Люди, опять же, могут иметь любые мнения, говорить, что им как-то близко, понятно, о чем они думают. И если про себя, мне просто вот мне хочется вот это делать, оно кому-то нужно. Я это делаю, оно кому-то нужно. И все. Мы как-то вот сходимся с вот этими людьми. Сходимся с теми, кто тоже хочет помочь, и с теми, кто принимает эту помощь. И вот мы вот тут вот вместе крутимся. 1305, 1306, 1307, 1308. Правильно ли испытывать чувство вины, неправильно ли, виноват ли я, или такой вещь, как коллективная вина, не существует.
Вначале я чувствовал вину, мне было очень стыдно, в том смысле, что я чувствовал, что вот я не доделал, не допротестовал, не до чего-то там, в общем, как будто я мог это предотвратить. Хотя сейчас, конечно, я понимаю, что ничего я не мог сделать, и я не думаю, что это самооправдание или самоуспокоение. Мне кажется, что когда авторитарная машина что-то себе придумала и идет туда на всех парах, как бы ты ни старался, ты ничего не можешь с этим сделать. Ты можешь, не знаю, пасть грудью на амбразуру, тебя расстреляют, посадят, и ради чего? Ты можешь делать гораздо больше в эмиграции на свободе, чем заявить громко что-то важное и сесть за это. Я не обесцениваю, конечно, жертвы политзаключенных. Это ужасно, то, что людей сажают за слова и за то, что они говорят, что война – это плохо. Но мне кажется, что многие, кто предъявляют, что вы должны вернуться в Россию, протестовать и остановить Путина, не понимают контекста. И чувствовать вину за то, что я не допротестовал, я не буду. Я думаю, что главный виновник здесь – это Владимир Путин. Он агрессор, а мы жертвы. Украинцы – жертвы в первую очередь. И перекладывать вину на жертву – это victim blaming. Есть такое понятие в современной этике victim blaming. Это обвинение жертвы в том, в чем она не виновата. Ну вот, например, если есть насильник, сексуализированное насилие, есть насильник и есть жертва. Если мы говорим, что жертва себя как-то неправильно повела, оделась слишком открыто, была слишком как-то, в общем, флиртовала или что-то еще, ее за это изнасиловали, и мы говорим, вот, да, она на самом деле спровоцировала. Вот это называется victim blaming, потому что виноват всегда агрессор и насильник. Все наши люди, которые, все украинцы, которые сюда ходят, они все знают, что мы, большая часть здесь находящихся людей, россияне. Я думаю, что конкретно наши волонтеры не делают это для того, чтобы отмыться от чего-то, а делают это чисто, искренне и от души. Я не думал там о отмывании репутации. У меня чисто как бы практический подход, типа, что можно сделать, как можно помогать в этой ситуации украинцам и украинкам. Я не мог вообще ничего не делать. То есть в какой-то мере, наверное, можно это как бы и так интерпретировать, да, что я пытался от этого отмыться, откреститься от большинства русских, да, которые это либо поддерживают, либо никак этому не сопротивляются. Но прям то, чтобы у меня была какая-то прям идея такая, а чтобы мне такое сделать, чтобы стать хорошим русским, точно нет. Как бы. Мы просто помогаем людям буквально здесь и сейчас то, что им необходимо, как бы лекарства. Я вообще в это ничего больше не вкладываю, ничего не жду. Там. Многие наши подопечные – это и наши хорошие друзья. Они к нам приходят даже порой просто поболтать. Есть, например, одна бабушка, которая делает для нас закрутки и постоянно их нам приносит. Там варенье, там огурцы соленые. И у нас просто холодильник от этого ломится, мы не успеваем это кушать. Но разве это не чудо, разве это не прелесть? Это очень сильно повышает желание и мотивацию работать и продолжать. Для меня понятно, как было. Вот первое время, еще вот говорю, при другом волонтерстве, там был момент, я выдавал еду, и женщина сказала, что вот наконец-то Русня получает ответку. Начались бомбежки аэропортов в России, в Москве, и еще куда-то там был прилет, вот самое начало ответных как бы действий. Для меня было понятно, там, например, когда украинцы говорили, что вот так им и надо, мы так живем 3 года, может, пусть они поймут. Я их понимал в этот момент. Я не хочу, чтобы так было, но я их понимал. Для меня в этот момент был абсолютно непонятен другой аспект этой ситуации, когда уехавшие из России люди тоже радовались этим событиям. Был случай, когда, например, мои родители должны были лететь ко мне в Грузию, и случился налет дронов на аэропорты, и они из-за этого была задержка, но в итоге прилетели, все хорошо. А вот там в общении было, что говорили, вот так этой Русне и надо. И я сказал, слушайте, там вот Русня, моя мама с папой, которые могли, типа, умереть из-за этих дронов. И вот был тяжелый разговор.
потому что у человека свое мнение, у меня свое мнение, из которого я понял, что переубеждать людей вот в политике — это как переубеждать людей в религии. Мне кажется, это невозможно. Это только воспитывается с детства самого. Почему я сейчас боюсь российские школы? Все эти разговоры о важном, все эти строительства детей буковками Z, потому что именно там, мне кажется, закладывается все, что будет жить дальше, и то общество, в котором останется моя дочь. Меня это сильно тревожит. 1410, 1411, 1412, 1413. Я не согласен с тем, что я помогаю врагу, потому что это не враг. Мы с украинцами не враги. У нас враг один, общий. Путин и его власть. Поэтому я, наоборот, считаю себя патриотом и делаю то, что мне кажется правильно для моей страны. Мне звонили, говорит, ты предатель, ты живешь в Грузии, ты покинул свою страну, свою родину. У меня чудесные родственники есть. Помогаю беженцам из Украины. Я не чувствую, что я предал Россию, потому что я частичка русской культуры, частичка российской культуры, которая приехала сюда, налаживает связи с Украиной. Но это наоборот, я агент влияния путинизма. Я считаю, что ни я, ни мы никого не предавали. В чем предательство? В том, что война – это ошибка от войн. Только убытки, страдания и бедствия. Ничего больше. Поэтому, если я делаю хоть что-то, хоть немножко, чтобы война, может быть, даже не закончилась, но хоть что-то я делаю, чтобы народы не враждовали друг с другом вечно, хоть какие-то попытки к примирению, то в каком месте я делаю что-то плохое, в каком месте я кого-то предаю? Я хочу, чтобы все люди, 145 миллионов с одной стороны и 40 миллионов с другой, жили мирно, дружно, не воевали, возможно, даже торговали, там обменивались опытом, сотрудничали в науке и так далее и тому подобное. В чем я предатель? Что я хочу, чтобы всем было хорошо? В том, что я не считаю то, что нам пытаются навязать политики, в том, что есть национальные интересы, и они превыше интересов всех остальных людей на планете, это бред. Это бред. Я, наверное, считаюсь предателем, потому что я являюсь гражданкой этой страны. Так что просто я не без разницы на это. Предатель и предатель. Мне пофигу все, что происходит там. Вот настолько я за этот год осознала. Мне вообще термин предательства своей страны кажется... Если твоя страна делает какие-то плохие вещи, твоя обязанность как порядочного человека стать предателем злодейства. Поэтому тут нету вообще никакого противоречия. Нету никакой привязки просто по факту рождения, что ты должен поддерживать свою страну только потому, что ты родился. То есть мне вообще кажется предательством. Можно предавать зло. Тут вообще не подходят такие определения. То есть, я себя не чувствую предателем, я себя чувствую просто адекватным человеком. По поводу того, надо ли разговаривать с зетниками, с ними, мне кажется, действительно нужно разговаривать. Потому что и алгоритмы соцсетей, и наши позиции, они разделяют нас сильно в два отдельных пузыря. И в этих пузырях мы очень сильно радикализируемся по отношению друг к другу. И эта радикализация максимально жестко разделяет общество и ставит такой жесткий водораздел между нами, что мы потом просто понять друг друга не сможем никак, не взаимодействовать не сможем. А они никуда не денутся, и мы никуда не денемся. И когда все закончится, и я верю, в России наступит нормальная власть и демократия, нам придется взаимодействовать. А люди в России, которые живут сейчас в России, они уже с ними живут в одном социуме. Важно поддерживать с ними контакт, потому что тогда общество будет как будто бы цельнее, что ли, и не будет этой какой-то
атомизации, фрагментации общества, из-за которого страдает все российское население, общество. Это большая проблема, атомизация общества в России. А второй ответ на этот вопрос, я бы сказал, что да, блин, пропади оно пропадом, не надо с ними разговаривать, лучше сохранить свою кукуху и общаться с теми, с кем тебе приятно, потому что в это время важно поддерживать себя, помогать себе, не поехать головой и укреплять свои ценности, которые так каждый день подвергаются нападениям и все тебя пытаются переубедить, что то, как ты думаешь, неправильно. На самом деле война — это нормально, и вообще, правда, мы никогда не узнаем, а они, наверное, умнее и лучше знают, что делать. Поэтому, наверное, в этих двух ответах я бы сказал, выбирайте тот, на который у вас больше сил. Потому что разговаривать, дискутировать важно, но если у вас совсем нет на это ресурса, лучше поберегите себя и ищите единомышленников. А если готовы переубеждать и дискутировать, то вперед. Я выбрал второе. На сегодняшний день у меня абсолютно нету сил с кем то ни было разговаривать про какую-либо политику. Я сдался. Вот, я считаю это плохо, но я сдался. У меня вообще нету сил этим заниматься, но при этом я понимаю, что я поеду в Россию, я могу поехать в Россию. И там я опять буду среди людей, для которых плакаты о военной службе в школах это нормально. Среди людей, которые на 9 мая нарядят своих внуков в военную форму, пилотки будут бухать. Вот среди этих людей я опять окажусь. И мне с ними жить, и мне, по идее, надо с ними разговаривать. Но на сегодняшний день я полностью сдался. У меня нет сил. Никаких сил нету, никаких моральных возможностей объяснять кому-то что-то у меня сегодня нет. Я пытаюсь сохранить себя, что с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Ай, оставлю это, что, гулять так гулять, короче. Чтобы вы поняли, сейчас вот записывая там интервью, я наговорил всякой штуки, что вот, я оставлю это видео, чтобы вы поняли мое эмоциональное состояние. Вот сейчас я даже на телефон запишу, сделаю вставочку, что как я даю сейчас интервью, вот. В общем, я сижу один в офисе Just Help, вот. Я даю это интервью сам себе, и у меня случай. У меня случился нервный срыв. Короче, рассказывать про не очень счастливые 4 года тяжело. Фу. Так, шуточку надо какую-то, чтобы это все не превратилось в хтонь. Нету шуточки. 1499, 1500, 1501, 1502. После этого интервью моей деятельности я знаю, что я вряд ли смогу вернуться. Ну, в смысле, не то, что вряд ли. Я еще и до деятельности Just Help наворотил дело, так сказать. Поэтому я в Россию не смогу вернуться, не знаю, когда смогу, и в ближайшее время точно не собираюсь. Начинать жизнь заново тяжело. Это не какие-то розовые пони. Всегда начать все с новой страницы, это требует много сил, моральных, денежных, любых. Но начать жизнь заново, я верю, можно в любой момент. В любом возрасте, в любой стране. Поэтому
если кто-то, смотрящий это интервью, ищет для себя ответ, а что, если я эмигрирую сейчас, не поздно ли, могу ли я думаю, что вы все можете, если понимаете, зачем это нужно и что от этого, к чему вы стремитесь. Я не питаю иллюзий о том, что я смогу вернуться в Россию в этой жизни, увы. Даже после того, как каким-либо образом Владимир Владимирович уйдет с поста своего, все равно останется много нерешенных вопросов в России, все равно будет очень небезопасно возвращаться. Не думаю, что вообще стоит об этом думать. Я не чувствую, что у меня есть какая-то родина, куда бы я хотел вернуться. Я не хочу вернуться в Архангельск, честно. Я всю жизнь мечтал оттуда уехать. Мне там не очень-то и нравилось. Хотя, конечно, если бы я сейчас там оказался, я бы с удовольствием прошелся. Вот там моя школа, где я рос. Вот здесь вот речка, где я гулял. Вот там пляж, вот там мостик. Вот музей. Здорово. Я бы повспоминал, но возвращаться туда и жить там, боже упаси. Мир огромен, мир удивителен. Но можно же стремиться действительно искать что-то новое. Зачем себя ограничивать каким-то родиной? Зачем себя ограничивать? Я считаю, что я смогу ужиться много где, я везде могу быть полезным, и моя цель — помогать людям везде. Я не делю людей на страны, национальности, кому я должен помогать. В первую очередь я приношу пользу всему человечеству, так или иначе. Лично я всегда чувствую, что как бы я могу вернуться. Если что-то, я вот очень понимаю, там вот к Навальному, например, по возвращению его, про возвращение его в Россию, у меня вообще к нему никаких вопросов нет. Просто сейчас я не езжу не потому, что не хочу в Россию ездить, а потому что стараюсь отсюда не выезжать. Поэтому если вот сейчас мне придется выехать, есть вероятность, что я съезжу в Россию, потому что там бабушка. Так что у меня вот вообще нет никаких берегов. Так что, возможно, будут какие-то последствия, возможно, нет. Ничего не понятно, но я делаю, что хочется. Блин, не. Да тут даже, знаешь, я вот говорил уже, как бы, причина, по которой я уехал. Как бы тут еще вопрос, а я сам как бы захочу возвращаться, как бы мы тут сможем, не сможем, да я сам как бы пока, я не готов приехать как бы в страну, и я увижу там опять этих людей как бы ко всему безразличных, которые вообще как бы, я не знаю, то есть у меня у самого как бы довольно много претензий к россиянам, как бы для того, чтобы просто взять и вернуться. Я не вернусь. Возможно, когда-нибудь как турист. Я когда-то хотела побывать в Питере. Возможно, как турист очень через много-много лет я еще поеду. Просто посмотреть. Но жить нет. Не хочу. Когда все закончится, я думаю, что россияне и украинцы не сразу смогут нормально общаться. Если мы говорим, да, как-то в целом россияне и в целом украинцы. Я думаю, что будет очень много взаимного недоверия и ненависти, которое будет сопровождать наши взаимоотношения на многие десятилетия вперед, и потребуется, может, пара поколений, чтобы мы вернулись к какой-то нормальности. У меня есть дикое ощущение, что это никогда не кончится. А даже если это все кончится, то люди не поменяются. И вот этот мир, который мы сегодня знаем, как будто не идеальное место для того, чтобы здесь заводить детей и чтобы они продолжали тут жить. Но мы уже это сделали и будем пытаться на что-то повлиять, чтобы они хотя бы пожили маленько в другом мире, не знаю. Наверное, на этом я закончу брать у себя интервью. Я точно не знаю, но мне хочется верить, и даже не то, что хочется, а я верю, что и сейчас, на самом деле, такое может быть, и когда война закончится, как бы россияне, украинцы смогут
и сидеть за одним столом, и делать что-то совместное. Оно и сейчас происходит, делается. Ну, как бы мне хочется верить, что такое возможно, и такое есть, и такого может быть больше. Ну, а там посмотрим, как будет. Я и не ссорился как бы с украинцами. Я поддерживал украинцев после 2014 года, особенно после 22-го, как бы. Я с ними как бы и не сжигал мосты, как бы. То есть в индивидуальном порядке я всегда смогу поговорить, объясниться, как бы, с украинцем, который, как бы, ну, тоже будет к этому готов. Я хотела бы, чтобы это было, может быть, примирение из-за того, что у меня все еще есть там семья и друзья, которые там не хотят выезжать оттуда. Также много наших волонтеров, которые хотят там жить в России. Но я не думаю, что так будет. Слишком много боли было, поэтому нет. Что бы я хотел сказать в конце? Можно я просто прочитаю вам мои стихи? Вот такой я старый человек. Реву на пустом месте и читаю стихи. Кошмар. Кто меня не видел лет 5, наверное, сильно удивится. Ну, что поделаешь. Такие последствия. Ладно. На этот Новый год, я каждый год думаю, что что-то кончится, но все продолжается. Я вот написал, назовем это, антивоенную песенку, но хотя она не антивоенная, а просто человеческая. Там были вот такие стихи. Вот бы взять пластины из бронежилетов и из них построить прочный вечный мост. По нему к соседям в гости без билетов. За столом собраться и за мир поднять там тост. Танки переплавить в тракторы обратно, жаткой, чтоб гремели, а не по домам. Знаю, что такое, маловероятно. Не дочитаю. 1519, 1520, 1521, 1522, 1523. На момент выхода этого интервью война идет уже 1523 дня. И каждый день кто-то умирает, кто-то впадает в депрессию, кому-то нужна помощь. И каждый день находятся те люди, которые, несмотря на все обстоятельства, оказывают поддержку.